Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить бисквитный медовик с кремом из сливок и вареной сгущенки. Такой торт готовится очень просто, и результат вас точно порадует. Список всех продуктов вы сможете найти в описании под этим видео. И начнем с приготовления медового бисквита. В сотейнике соединяем 80 граммов сливочного масла, 100 граммов меда и щепотку соли. Ставим на средний огонь и ждем, когда масса станет однородной. Консистенция меда в данном рецепте не имеет значения. Подойдет как жидкий, так и засахаренный. При нагреве он все равно станет жидким. Долго проваривать не нужно. Как только появились первые признаки кипения, можно снимать с огня. Пока медовая масса еще горячая, добавляем половину чайной ложки соды и хорошо перемешиваем до появления пены. Пока убираем в сторону и даем ей немного остыть. В чистую сухую миску вбиваю 5 яиц, всыпаю 100 граммов сахара и начинаю взбивать миксером до светлого и пышного состояния. Сначала взбиваю на средней скорости миксера, и когда сахар полностью растворился, увеличиваю скорость до максимальной. Желательно, чтобы яйца были комнатной температуры, так они лучше объединятся с сахаром. Масса должна увеличиться примерно в 5 раз. На это уйдет от 5 до 10 минут. Но на время лучше не ориентироваться и смотреть на консистенцию. В итоге у вас должна получиться вот такая светлая и пышная масса. След от венчика не растекается, то, что нужно. В 2-3 приема просеиваем 210 граммов муки и перемешиваем уже лопаткой, аккуратными, но уверенными движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста. Долго мешать не нужно. Как только вмешалась первая часть муки, просеиваем следующую. Еще я рекомендую приготовить очень вкусный морковный торт с ноткой цитруса и пряным ароматом. В моей семье его очень любят, уверена, что вам тоже очень понравится. Подробный рецепт уже есть на моем канале, ссылку на него оставлю в описании. Слишком долго мешать не нужно. Как только вмешалась вся мука, можно останавливаться. Медовая масса уже остыла, стала такой слегка теплой, и теперь ее можно добавить в тесто. Такими же аккуратными движениями снизу вверх перемешиваем лопаткой до однородного состояния. И в итоге вот такое однородное тесто у вас должно получиться. Духовка у меня уже разогрета до 180 градусов. Выпекать бисквит я буду в форме диаметром 22 см. Застелила дно формы фольгой, но можно и пергаментом, а стенки ничем не смазываю. Выливаю тесто, немного простукиваю форму, чтобы тесто распределилось, и отправляю выпекаться при температуре 180 градусов 30-40 минут. Вот так бисквит выглядит после выпечки. Готовность обязательно проверяем зубочисткой. Она должна оставаться чистой и сухой. Даю ему немного остыть в форме. Затем острым ножом прохожусь по краю и достаю бисквит. Перекладываю его на решетку
и оставляю до полного остывания. У меня бисквит уже остыл. Срезаю шапочку, чтобы торт получился ровным. Обрезки я не выбрасываю и буду использовать их для украшения. Затем разрезаю бисквит на 3 коржа. Зубчатым ножом для хлеба сначала делаю насечки по краю и затем разрезаю его в середине, при этом постоянно прокручивая бисквит. В итоге получаются вот такие ровные бисквитные коржики. Бисквит по этому рецепту получается очень вкусный, мягкий и с насыщенным ароматом меда. Теперь приготовим крем. Все ингредиенты обязательно должны быть холодными. 400 граммов сливок начинаем взбивать до плотного состояния. Напомню, что взбивать можно только хорошо охлажденные сливки. Если у вас в квартире жарко, то перед взбиванием их можно положить в морозилку на 10-15 минут. И, конечно же, сливки обязательно должны быть жирностью не менее 30%. Еще для взбивания сливок я советую использовать более узкую посуду, так они взобьются гораздо быстрее. Как только сливки загустели, сразу же отключаем миксер, иначе есть шанс их уже перевзбить. Для удобства взбитые сливки я переложила в миску побольше. И теперь постепенно, примерно по 1-2 столовые ложки, начинаю добавлять 400 граммов вареной сгущенки. И каждый раз хорошо перемешиваю миксером, но недолго, буквально 20-30 секунд. И добавляю следующую порцию. Еще сливки можно заменить на густую сметану от 25% жирности. С медовым бисквитом получается тоже очень вкусно. Кстати, у меня еще появился телеграм-канал. Там я публикую простые и домашние рецепты завтраков, обедов и ужинов в удобном текстовом формате. Ссылку на него оставлю в описании. Переходите, смотрите и подписывайтесь. Вот такой крем получается в итоге. Пышный, нежный и очень вкусный. Крем готов, и теперь можно приступать к сборке торта. Кладу первый корж на подложку, на которой буду подавать торт, и хорошо пропитываю его молоком. В качестве пропитки также можно использовать сироп из воды и сахара, либо кофе. Получается тоже очень интересно. На пропитанный корж кладу 1/3 крема и распределяю его. Крем получается достаточно мягким, поэтому торт можно собирать сразу в разъемном кольце. Но лично мне так неудобно, поэтому я сначала собираю торт и закрепляю кольцо уже в конце. Кладу второй корж, немного его прижимаю, чтобы он лег ровно и хорошо приклеился. Также хорошо пропитываю молоком и распределяю крем. По желанию в прослойку торта можно положить маленькие кусочки чернослива, кураги или грецкий орех. Накрываю третьим коржом и немного подравниваю крем по бокам торта, чтобы нигде не было пустот. Чтобы тортик в итоге получился ровным, надеваю разъемное кольцо, пропитываю верхний корж, выкладываю оставшийся крем и распределяю. Как видите, в сборке торта нет ничего сложного. Затем торт необходимо убрать в холодильник минимум на 2 часа, или можно оставить его там на ночь, чтобы он хорошо пропитался и стабилизировался. У меня торт простоял в холодильнике ночь. Прохожусь ножом по краю и аккуратно снимаю разъемное кольцо.
и затем палеткой немного подравниваю бока торта. Обрезки бисквита измельчаю в блендере. По желанию к крошке можно добавить немного измельченных грецких орехов. Они отлично дополнят вкус торта. Посыпаю крошкой только верх торта. Ее получается достаточно много, поэтому, если хотите, можно обсыпать и весь торт. Сверху можно добавить немного клюквы. Она отлично сбалансирует сладость торта. Также можно украсить ягодами, кусочками фруктов или цельным грецким орехом. Здесь уже на ваше усмотрение. Любителям медовиков такой торт точно понравится. Нежный ароматный медовый бисквит и вкуснейший крем из сливок и вареной сгущенки. Несмотря на простоту приготовления, результат просто невероятный. И самое главное, в составе только самые доступные ингредиенты. Если не хотите возиться с раскаткой коржей для классического медовика, то такой вариант вам определенно стоит попробовать. Сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и обязательно напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. А в шапке моего канала указана почта, куда вы можете присылать свои результаты. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!